Друзья, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. Название стрима «Тихий ужас». Почему тихий и почему ужас? Ну, ужас, потому що самый страшный сон, мне кажется, український, он відбувається, да, і українського керівництва, это то, что как рычаг давления на Украину стали использовать заморозку ей военной поддержки, ну, там, в том числе разведданных. Почему тихий? Потому что не особо публичный, не особо это афишируется, то есть сам Белый дом это не подтвердил ни разу, пока что, да, подтверждали только глава разведки американской, ну и то в таких обтекаемых формулировках никто не хочет брать ответственности по такую на себя. Вот, подтверждал Уолтс, советник по безопасности Белого дома, сказал, что ну, пока что мы отступили, шаг назад сделали и выжидаем этого самого доверия, устойчивого доверия, там, как так сформулировано, типа роста доверия, больше доверия нужно в общем и целом. Ну, понятно. Давайте по порядку, а потом резюмируем, как говорится. Ну, в общем, да. Вот такое происходит сейчас развитие американо-украинских отношений, или можно сказать, ну, нарастание напряженности скорее, да, каких-то противоречий в более острой форме. Ну, за эти дни, которые мы с вами не виделись, день, да, Соединенные Штаты начали такую тихую, не особо публичную заморозку нам военной поддержки. Причем такую явно телефонной формы, то есть не то, что там спикер Белого дома выступил, говорит, все, мы больше ничего Нет, типа, мы об этом узнаем или из медиа, то есть только сегодня какие-то более-менее... Ну, то есть происходит это со вчера, видимо, только сегодня какие-то, хоть кто-то официально это подтверждает. До этого мы это узнавали из медиа и от европейских политиков, конкретно от польских, потому что у них находятся хабы логистические поставок в Украину. И они нам сообщают о том, да, ну то есть от них мы узнаем о том, что американцы там заморозили эту военную поддержку Украины, она больше не поступает. Даже та, которая была принята еще при Байдене. Ну, то есть формат носит телефонный, скажем так, это, да. Как телефонное правосудие. Ну, в общем, да, заморозили поставку вооружения, об этом мы узнали из медиа, об этом нам сообщил польский Туск также, да, и уже потом подтвердил Вольс. Потом довольно драматично сегодня уже развивались события, это то, что ну, мы все получали и получали подтверждение о том, что, опять-таки, Украина это не комментирует, потому что не хочет подчеркивать какие-то свои поражения, свои провалы, ну и свои проблемы. Да, сегодня мы наблюдали подтверждение остановки обмена разведданными. Ну, обменом это, наверное, сложно назвать, в смысле получением Украины разведданных. Да, это подтвердил глава американской разведки, об этом опять-таки говорили союзники и западные медиа. Ну, тоже нужно сказать, наверное, что западные медиа заинтересованы все время приукрасить что-то, связанное с Трампом, добавить трагизма, добавить драматичности. И оно все смешивается в общем информационном таком потоке, какой-то общий вал зрады, да, такой ком снежный, жестко накатанный зрады, да, полного слива. Я не говорю, что его нет, очевидно, заморозка есть, да, но просто информационно нужно, типа, более критично подходить к этому вопросу. Потому что если просто их читать, то складывается мнение, что там категорически принято решение Украину слить. Ну, это не знаю, насколько это так или не так, просто пытаюсь объяснить, скажем так, специфику феномена в информационном поле этого. Ну, в общем, да, получение нами разведданных, но вроде сошлись на том, да, правда, точно это никто не подтверждает. Точно подтверждают, что какое-то ограничение есть, да. Но вроде сошлись на том, что это ограничение разведданных, связанных с территорией России, именно с ударами по территории России, но не касается территории Украины, в смысле оккупированных территорий, российских войск на территории Украины и так далее. Вот. Но это такие обновления. Ну да, Волс это все подтвердил его словами, мне кажется, это можно все охарактеризовать как то, что мы сделали шаг назад в вопросе поддержки Украины. Ну, помимо того, что общий такой нарратив новой американской администрации, республиканцев, то, что мы не будем, и обычно они этим отговаривались до этого, да, что мы больше не будем там все подряд спонсировать, мы не будем тратиться на всякую хуйню, там, на далекие войны, бесперспективные, на кровопролитие и так далее, но больше конкретики о том, что советник по безопасности сказал, что США делают шаг назад и выжидают вот этой самой нормализации отношений, возрастания доверия между сторонами и так далее. Мы понимаем, что за этим кроется то, что
по всей видимости, ну, не хотят ждать и продолжают сохранять свой такой темп жесткого ёбаря, да, в смысле администрация Дональда Трампа, сам Дональд Трамп в вопросе этого конфликта, и ждать, в общем, там раздупляжа какого-то в Киеве они не хотят, и не хотят давать время там подумать, скооперироваться с кем-то где-то с Европой и так далее. И используют этот рычаг остановки военной поддержки, да, разведданных, всего этого пакета, да, сотрудничества по военной линии, используют для того, чтобы принудить президента Зеленского не к сделке, да, там по минералам, а в целом принять картину мира, картину видения завершения конфликта вот этого, да, этой войны у нас. Ну, правда, понятно, взгляд Дональда Трампа на это более очевидно масштабный, в смысле какой-то смены, да, формулы взаимодействия с Москвой. Ну, в общем, очевидно, желание принудить, заставить президента Зеленского покориться и принять их видение мира, принять их правила игры Дональда Трампа, да. Потому как, ну и понятно, что особо выхода большого здесь нет. Давайте посмотрим, как в Киеве реагировали. На самом деле реакция нихуя не однозначная и довольно противоречивая, что меня тоже удивляет. Удивляет, потому что непонятно, на что надеются. Но с другой стороны, ведь это, ну, парадокс, да, удивляет, но прогнозируемо. Они типа себе верны остаются. Ну, для начала неожиданно, да, нас удивила Верховная Рада. Верховная Рада Украины, она челобитную написала Дональду Трампу, как американскому императору. Ну, написано, что от имени, типа, администрации, да, Верховной Рады. Ну, то есть, получается, от имени Стефанчука, хотя письмо само не подписано. Ну, там они типа: Дональд Трамп, вы великий, вы крутой, вы наш союзник, Америка, мы вам благодарны, всему народу благодарны, хотим, чтобы все продолжалось, к миру мы привержены. Ну, в общем, такое письмо, оно на английском языке, на украинском его почему-то нет, хотя, блядь, я уверен, что наверняка даже законом про Раду это регулируется, но все, что они выпускают, оно должно быть и на украинской мове. Его на украинской мове нет, ну и опять-таки никто под ним не подписан. Какой-то там был вой, да, параллельно парламент пытается и какие-то силы в парламенте воспользоваться подвешенной ситуацией. Разумков вроде бы инициировал переговорную группу с американским парламентом или с американским государством, но я особо в это не вникал, потому что, мне кажется, идея бесперспективная. Но я просто к тому, что сам парламент, видимо, тоже не до конца знает об этом письме и какого-то участия в его создании не принимал, потому что оно вышло неожиданно и ночью. Ну, это просто какая реакция, да, была на приостановку этой военной поддержки. Я хочу сказать, что это вот это письмо парламента, оно появилось еще даже до новостей. Ну, то есть мы все понимали, в принципе, да, и я это на прошлом стриме говорил, что, вероятно, помощь, ну, судя по тону и по темпу, помощь будет остановлена, но тогда еще никаких подтверждений этому не было, и даже новостей об этом не было, но парламент уже это письмо написал, что стало, наверное, лишним, типа, предзнаменованием того, что поддержку замораживают. Да, потом было уже покаянное письмо Зеленского, на самом деле покаянный пост в Твиттере, которого нет у него в Телеграме, тоже хочу это сказать. Покаянный пост в Твиттере, где Зеленский не извиняется, но говорит, что прикро, что так вышло. Я не знаю, как это перевести по-другому, досадно, что ли, что так получилось. Ну, в общем, все равно тон он изменил, по крайней мере, не продолжил ту линию гнуть, которую он гнул в общении с журналистами после Европейского саммита, да, где он там, ну, перепалки какие-то с Линдси Грэмом вел, там, выборы, не выборы, меняю себя на НАТО, там, блядь, ну, короче, что в таком роде, слава богу, вот от этой линии они отступили, а немного более гибкую позицию взяли, в общем, прямо он не извиняется, но говорит: досадно, что так получилось, надо продолжать сотрудничество, мы готовы к миру, говорит. Там он говорит, нет слова справедливый, но есть слово устойчивый. Но все равно текст противоречивый на самом деле, потому что мы готовы к миру, готовы работать. Вот эта самая строчка, типа, которая должна была подмазать Трампу, ну и действительно так она и сработала. Трамп это цитировал, ну как, не цитировал, Трамп вспоминал это перед выступлением в Конгрессе, которое было. Да. Ну, в общем, он сказал, вот эта строчка, наверное, самая важная, что мы готовы работать под сильным руководством президента Дональда Трампа. Ну, тоже не знаю, если мы так, блядь, готовы работать под сильным руководством президента Дональда Трампа, почему мы не принимали участие в голосовании, когда его выбирали? Почему не принимали участие в американских выборах? Это было бы справедливо, если нам придется работать под его сильным руководством. Но, тем не менее, мы готовы работать быстро, говорит президент Зеленский.
И дальше более противоречивые вещи. Он говорит, что, ну, первым этапом могут быть, ну, обмен пленными и остановка, ну, вот это перемирие в воздухе, да, в общем, остановка ракетных ударов и дроновых. Да, перемирие в воздухе, а потом и на море. Ну, в общем, спасибо за джавелины, сказал, очень важная тема, которую, ну, для Трампа важная. Понятно, что сами для нас эти джавелины, это, ну, не сошелся свет клином на них. Типа, круто, конечно, но не танки же он поставил и самолеты, правильно? В общем, спасибо за джавелины. Ну и да, еще сказал, что мы готовы подписать угоду про копалины в любое время, в любом месте. Ну, вообще готовы, в принципе. То есть, в любом случае, текст противоречивый. То есть, не сказать, что там он прям совсем согласился, а особенно самым важным это с видением окончания войны. Просто в общих словах прикро, что так вышло. Прикро, что так вышло. К миру мы готовы в целом, но непонятно к какому и где, и в каком формате. Но, типа, озвучиваются какие-то пункты из той формулы Макрона, где частично сначала ракетные удары, потом на море перемирие. Ну, в общем, не то, что ему явно предлагают в Вашингтоне. Вот, но в целом это можно назвать удачей, потому что Трамп это, ну не знаю, как позитивную вещь подал перед своим выступлением в Конгрессе. Но я, наверное, даже отдельно о нем не буду говорить. Сейчас сразу скажу, что выступление Трампа перед Конгрессом, там все про надои, блядь, про трансформеров, про детей трансформеров, про здравый глузд, про Гренландию, про тарифы, про любимых фермеров, про страшных трансформеров, про страшную войну. Траля поля, короче, но там он упоминает, самое важное, упоминает это письмо Зеленского, говорит, что, блядь, как круто, Зеленский готов. Что самое интересное, он говорит, що він отримав лист від Зеленського, да, посол Маркарова, да, український посол в США, роз'ясняє, що ну це не лист ніхуя, то що там Трамп видає за лист, це не лист, це був його пост публичный в Твиттере. Ну это правда на самом деле, не знаю, зачем он это подчеркивает, ну да, мы должны понять, что то, что Трамп называет листом, я вообще тоже небольшой знаток именно тонкости английского языка, может можно так сказать, да, так можно выразиться, это не так звучит, как на нашем языке, но тем не менее, Трамп говорит, что отримав лист воодушевляющий и обнадеживающий от президента Зеленского. В целом, в общем, он позитивно отозвался, но все равно от своих позиций не отступил того, что там надо мир, скорее всем говорить, договариваться. В общем, от того, что Зеленскому особо не надо. Ну, то есть не то, что Зеленскому не надо мир, Зеленскому не надо такой мир, да. Такой мир. Ну, в общем. Затем, еще более противоречивый такой, не знаю, сигнал-месседж, да, от президента Зеленского, это то, что я репостил в свой телеграм-канал, это уже его вечернее обращение. Записано оно, кстати, не в классическом стиле, типа на стуле, где он крутится, не в моем любимом стиле, где он в тамбуре едет, я уже рассказывал, кто сторожила канала, почему я люблю именно в тамбуре его обращение, а записано на улице. На улице обычно самое важное президент записывает. Ну, в целом там он рассказывал о том, что с Фридрихом Мерцем общался. Но начал он с того, что, ебать, все думают сейчас над тем, где там американская поддержка. Я доручил, ну, в общем, там, правительству, исполнительной власти, Министерству иностранных дел, Министерству обороны узнать, что там с нашей поддержкой, потому что непонятно, пока что не доказано, мы партнеры, между нами не может быть недосказанностей, надо знать. И дальше, ну просто нужно понимать, что это уже было и в Телеграме, это видно скорее на внутреннего пользователя уже адресовано. Дальше он говорит, что в принципе у нас были проблемы с поддержкой, были проблемы, ну типа задержки в развитии, были задержки в поставках гуманитарной помощи, были задержки в поставках финансовой помощи, были задержки и в поставках военной помощи. Но сейчас уже не 22 год, и все наши службы, у них есть проработанный алгоритм, ну в общем, мы не рухнем. На меня эти слова, ну, не расстроили в целом, да, а, ну, все равно насторожился, да, ну, то есть, может, президент Зеленский реально не рухнул, там, в смысле, поддерживает такие позиции, что похуй, похуй на Америку, не рухнул, алгоритм уже есть выработанный, все будет. Ну, в общем, да, и потом, более того, он так сказал, ну, описывая уже свое общение с Фридрихом Мерцем, канцлером, да, немецким, сказал, что вот он, да, дал уже, типа, устойчивую поддержку Украины, там, передал нам, типа, какое-то количество ракет, ну, сегодня отчитывался какой-то там, блядь, Бундесфер, кто-то, что, типа, мы достигли предела по возможностям поставки вооружений в Украину, но, тем не менее, типа, ну, наш слон, в общем, Фридрих Мерц, и все на том.
В общем, да, противоречиво. Ну и последнее, наверное, что было, хотя, наверное, это предпоследнее, все-таки здесь обновление довольно быстро выходит. Это то, что, ну, я это узнал от пресс-секретаря офиса президента Литвина, да, Литвин, я не знаю, он до сих, ну, пресс-секретарь он или кто он, вроде пресс-секретарь. Литвин, он сообщил, а если быть точным, то он подтвердил слова советника по обороне Вольца, американского, который на Фоксе сказал, что имел разговор со своим украинским коллегой. Мы обсуждали время, место и саму группу по переговорам. И вот тут много манипуляций, потому что он сказал по переговорам, но не до конца понятно, каких и с кем. Типа это по переговорам с американской стороной или по переговорам с российской стороной. Потому что Трамп будто такое требует. Либо это и там, и с теми, типа одна это будет переговорная группа. Не до конца понятно, потому что потом уже, когда это подтвердил этот человек из офиса президента Литвин, да, то я читал уже эту новость в разных формулировках, что, ну, в Украине это имеет значение, и, в смысле, новость читается по-разному, где Литвин говорит о том, что Ермак созвонился и обсуждал с Волцем, какая, значит, будет, где время, место, время, и кто будет в составе нашей группы переговоров с Россией, типа это блядь, совсем читается не так, как то же самое обсуждали, но о переговорах с Украиной. Или просто о переговорах. Ну, в общем, это вот такой позитив, что в смысле созвонились и переговорили. Долго этой новости не было у самого Ермака, но потом он написал, что мы поговорили там и типа, ну, нормализуем, в общем, отношения, позитив. Потом еще было много каких-то, ну, таких обычных классических звітувань президента Зеленського об общении с какими-то европейскими лидерами, типа там словацкими, нидерландскими, блядь, еще какими-то. И там надо было уже между строчек читать, там из этого собирать как пазл, короче, его какое-то сообщение. Там он типа провів розмову з словацьким президентом там Йобіком. Класно поговорили, суцільна підтримка тощо. Але, типа, ми хочемо мира якнайшвидше. Ми готові на все согласны. И, типа, и вот в таком формате. Не знаю, что там было дальше, потому что я уже начал стримить, но, типа, очевидно, что США не собираются размораживать поддержку, пока какое-то реально не будет принято именно решение. На что-то где-то кто-то не согласится публично именно. И это что-то где-то, кстати, да, не договорил я за вечернее обращение президента. После того, как он сказал о Фридрихе Мерце на улице, он еще сказал, что мы знаем, что российское государство не изменило своих позиций, не изменило своих взглядов, оно все так же хочет там что-то с нашей конституцией сделать, ослабить. Непонятно, типа, как это можно сделать еще сильнее, если она никакого значения в Украине не имеет. Но, тем не менее, ослабить нашу конституцию, там, ну и, ну, видимо, под этим, за этим всем, что Россия не отступила от своих позиций, наверное, скрывается то, что договорняк, тот самый, да, президенту предлагают, вероятно, ну, возможно, да, если и предлагают какой, то в формате именно того, что было в Стамбуле, где есть сокращение армии, например, да, и, наверное, внеблоковый статус также. Ну вот. Ну да, и в этом типа основное противоречие. Это как один из вариантов. Еще один вариант, что вообще нет пока что никакого реально видения устойчивого того, как должен выглядеть мирный договор. Но есть желание прекратить огонь. А потом уже мы окажемся в невыгодной ситуации. Хотя сказать, что сейчас мы выгодны и какие наши перспективы, в смысле, если продолжать как-то не соглашаться с США, непонятно, ну точно не хорошие. Ну, в общем, вот так, друзья, новостной блок закончился, читаю ваш чат и выключаю стрим с позором. А что нам тут Лукашенко, что его смотреть? Он приколы тянет постоянно. Я где-то не знаю, откуда я знаю эту информацию, но я ее прочитал у Башка в телеграм-канале о том, что Лукашенко где-то по его линии, да, кому-то он сообщил, возможно, где-то в этом интервью, о том, что Пригожин хотел добраться до ядерного оружия. Интересно узнать, в каком формате, потому что нам обещали захват склада с тактическим вооружением где-то в Белгородской или в Воронежской области, по-моему. А какие еще есть варианты? Ну и типа, а что с этим вооружением делать? Ну, это абсолютно бессмысленно на самом деле. Или добраться до Москвы и там захватить, не знаю, в Подмосковье какое-то командование РВСН. Ну, тоже это, наверное, нихуя не даст. В общем, непонятно.
В смысле не принимали участие в американских выборах? А как же выступление в Пенсильвании в пользу Камаро Зарвис? Ха-ха. Не, ну слушай, имеется в виду не принимали, не голосовали. Может, и принимали участие. Да, ну, понимаете, друзья, ну не извиняется, но это косметические детали. Понятно, что им не то, что извинения от него нужны. Нужно більше гораздо. От цікаво, коли Зеленський підпише угоду про копалини, його прихильники, що хвалили його, мов молодець, що не прогнувся, не підписав капітуляцію, схаваються. Ну скажуть, да, типа, не оставили выбирать. Ну я не знаю. Ну так оно и есть на самом деле. Канцлер еще Шольц. Ну да, если что, и могли, но это такие формальности. То 3 миллиарда евро поддержки, которые блокировал лично Олаф. Поэтому это, скорее всего, просто сверка часов с будущим канцлером. Но это формальность, да, согласись. Ты лучше мне расскажи, насколько правда мы сегодня обсуждали. Наверное, нет, да, потому что всплыло бы раньше мой аргумент, что Фридриха Мерца не приняли там несколько раз в какую-то художественный университет или школу куда-то там, потому что у него нет таланта к рисованию. Мерц почти 20 лет работал в экономике в BlackRock, так что ему такие понятия, как прибыль, убыль, риски, сделка довольно близки. Ну да, ну и отношения вроде у них теплые. Ну, в плане, он хорошо отзывался о нем. В смысле, Дональд Трамп. Перекрыли нам помощь военную все-таки идет? Ну, меня там нет, я там, блядь, не знаю, меня на границе нет. Говорят, что перекрыли все, ты знаешь. Ну и судя по тому, как зашевелились, видать, перекрыли все-таки. Шаг назад сделали его. Ну, не особо публично, не особо это афишируют. Что означает, что хотят склонить Киев, а потом уже отыграть назад. Но вот если публично безальтернативно заявят, тогда да, уже тогда будет хуёво. Соскин, пошел он нахуй, ты видел, какой он популярный. Он вообще инфлюенсер, включили его в список инфлюенсеров. По палате нашей, да? Я, кстати, вот не знаю, какая там ситуация с Оксимироном. Ну, то есть где-то ее слышно, понял? Но я не знаю, чего там. Да, вот очки лежат. Sdevil's. У Гладовала, оказывается, выходят новые ролики з рвотними боями. О, оце цікаве питання. Бачив камин-аут Светова. Я только о нем много слышал, но ничего не видел. Ну и вижу там в чате. Ну, в чате, в Телеграме фрагменты только типа... дайте сформулирую. Ну, то есть непонятно, что там. Но, видимо, посыл такой, что Путин фартовый парень. Из интересного про Оксимирона напоминание, как раньше говорили, фоты. Вот я настолько, ну, не настолько старый, не знаю, как говорили фоты. Это забавно, больше там ничего интересного. Хорошо. Простата хуже воровства, ну, не знаю. Не хуже, однозначно не хуже, на самом деле, это хуйня полная. На Михаила Светова напал Рататуй, из штанов выбрался. А ты слушал Оксика когда-то? Не. Никогда. Вот удивительно вообще, прям ни одной песни не знаю. Давай послухаємо, ну слушай, мы ж, блядь, не на украинском Spotify, чтоб российскую хуйню всякую слушать, правильно? При всем уважении, конечно. Хотя вы послушайте побольше, чтобы пердачелы взорвались у народа. Проверил фотки Милея в Твиттере, реально удалил все фото с Зеленским. Ну, тут мне нечего сказать. То есть, во-первых, ну, я так сформулирую. Дайте сформулирую, чтобы не вырвали из контекста. Очень сильно лупился по деснам Хавьер Милей, позиционирующий себя как либертарианец, вообще анкап. Слишком сильно лупился по деснам, ну, с обычным, ну да, ситуативно так сложилось, но диктатором обыкновенным, которому чужды, там, блядь, самые простые права человека. Хуже, чем лупиться с ним по деснам, строить из него друга, вот эти все, да, фотографии какие-то. Хуже этого, это только потом их удалить нахуй и прикинуться, что нихуя не было. Короче, полный дизреспект ему, типа максимальный, типа какой есть. Не круто он поступил. Поступил он не круто, пошел он нахуй. Хорошо, он демократ. Кстати, касательно выбачень, так мы их и не услышали, но я вот на прошлом стриме не сказал мысль, что очень хотел бы, чтобы президент унизился, извинился, что ему было очень плохо, потому что он, наше правосудие, довел до того состояния, где нарушаются статьи Конституции, нарушаются права человека. Например, такое, как то, что твоя честь и достоинство, они защищены законом. Но у нас это попирается, и на людей давят, заставляя извиняться постоянно на камеру. Причем, ну ладно, еще какие-то третьи лица, что незаконно в любом случае. Так сами правоохранительные органы. Пускай побудет хоть немного в шкуре громадянина Украины, извиниться на камеру. Скажет, что он так больше не будет. Его поймут и простят.
Но это просто эмоции. Если бы Лачен и Стерненко устроили пизделку в октагоне за право называться главным вылизывателем очка президента, кто бы выиграл? Ну, наверное, Стерненко, потому что пришел бы с ножом. Но перед Кадыровым же извинялся, чем Трамп хуже. Резонно. Когда у Трампа день рождения там? Интересно, что он удалил фотографии? Ну, типа, ну что в этом такого? Сегодня погиб Сталин? Обоссавшись и обосравшись? Ну, ждем, когда президентка Италии удалит. А вроде удалила, не? Что-то я такое слышал. Ну, это похуй в целом. Но на самом деле, ну вот где-то видел новость, что удалила, но вообще она хорошо относится к Зеленскому. Ну что там украинцы в Штатах скинули Трампа своими митингами? Ну видел смешное видео на эту тему, где какой-то лоб в каком-то украинском месте, условно как Чикаго. Не помню, где говорит, що блять, от я тут. Кого тут нема, то це, блять, труси. Це трусость реально. Хто не вийшов? Хорошо. Трамп. Бля, переслушивал трек Трампам-пам Потапа. Такая хуйта. Я так и не понял, в чем Светов не прав, в чем Светов не лев. Для этого надо это посмотреть. Ты понимаешь? А кто же на это готов? Сейчас Зеленский извиниться перед Трампом. В чем смысл был изначально устроить? Да, наверное, не извиниться, ты понял, что-то он не торопится. Он гордий. Друзья, важне обращення президента. Сьогодні доповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Внутрішні питання, зокрема фінансова стійкість. З 1 березня Україна вже традиційно проводить індексацію пенсій. Цього року на 11,5%. Загалом у березні понад 10 мільйонів пенсіонерів отримують збільшені виплати. Я прошу всіх у пенсійному фонді, в області влади на місцях бути максимально уважними. І якщо в наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, роз'яснюйте все і постарайтесь підтримати людей зараз. Качурам на провести світло в будку. Дякую. На колонізацію, так? Дякую. Качуры нормас. Могло быть и лучше, но нормас. Так уже типа приняли извинения вчера. Выступление Трамп цитировал пост Зеленского, просил. Ну да, но он не извинялся, факт. Если, понимаешь, дело, блядь, обходим кругами, сука, ёбаный свет. Что ж вы за народ такой? Дело, блядь, не в этом, это мелочь. Если, блядь, Зеленский не повинуется нахуй, не захочет сдаваться, то скажут, ебать, он нихуя не извинился. Ну все-таки, он сказал, прикро, как бы, да, досадно, но надо, блядь, извиняться. Ну и так далее. Это деталі целостної картини большої, правда? Та Макрон за нього вибачається, нашого президента не можна пускати з такою важливою задачею, як вибачення. Він же не лох. Я же не лох какой-то. Ну да, тоже, кстати, что-то вот YouTube любит рекомендовать эти видео. Рекомендовал мне опять про вот это «я же не лох какой-то». Потом, как, ну там короткое видео, как президент в нормандском формате там общался, да. То виходить реально договорнячок. Якщо Трамп нас так нагинає, то виходить, Пу погоджується на переговори. Бо якщо ще треба Пу нагинати, і Пу нагинати, то Трамп виставляє себе лохом конкретним. Я думаю, что он понимает, что он захочет всех, блядь, нагнет всех. А во-вторых, мы не знаем условий этого договорнячка. Ти пишеш договорнячок. Президент Зеленський в своєму зверненні каже, що Путин, блядь, на своем остался, то есть возможно, в этом договорничке будет сокращение армии. Возможно, будет все, что было, блядь, написано в Минске. Вот. Когда эфир с Маргиналом видел, там весь чат засрали у него, а он как будто заигнорил. Ну, видимо, не любит нас, поэтому заигнорил. Что ты там тестируешь разные ИИ? Зачем? Я только с Гроком общаюсь, пытаюсь его, суку, заставить мне новости собирать. Вообще он, блядь, ни в какую. Он такую, блядь, дикуху загинает. Я говорю, давай, брат, без дикухи, не выдумай. Он, сука, выдумывает, блядь, такие страсти. Короче, полный шлак. Ну, там реально больше времени потратишь, проще самому ленту новостей читать. Теперь на лентах новостей. Короче, полный трэш, невозможно, блядь. Там, чтобы его заставить, сука, вразумить, нахуй, то на времени потратить 100 лет. Він не любить нас, бо ми українці. Хто? Светов, Путін, Трамп, Потап, Маргінал.
Який договорнячок? Буде справедливий мір, а суспільство вже настільки уйобане пропагандою, що я думаю, під справедливим миром можна все, що завгодно продати. Ну, тяжело під справедливим миром буде продати, блядь, сокращення армії там і так далі. Не, ну можна все що угодно назвати справедливим миром. Вчера уже несправедлив, вчера уже устойчивый мир. Устойчивый мир это уже лучше, чем справедливый, правда. Не думаешь на 1 апреля устроить трансляцию с фейк-новостями от Грока? Не. Не, ну они не фейк, они читаются как реальные, если ты не особо в теме. Ну просто там такие мелочи, нужно очень долго его настраивать. Я не знаю, насколько это способно упростить жизнь. Но сначала надо забороть то, чтобы он не добавлял сам... Что это было, блядь? Чтобы он не добавлял сам контекст новостям. Мудила. Затем, чтобы, если он пишет выжимку из этих новостей, чтобы он сам не додумывал их содержание во время сокращения. Ну, я не знаю, как так выходит, но так выходит, блядь. Особенно проблема, вот самая острая, не с новостями, а с социальными сетями политиков. Во-первых, ему надо тупо за каждого объяснять, кого надо читать, кого не надо читать. Вот он не понимает, что Кулеба уже не министр иностранных дел Украины. Ну, это просто как пример. Во-вторых, все равно какая-то тупизна у него с ними, он, блядь, выдумывает, ну хоть ты тресни, он выдумывает посты, открываешь источники, которые он выбирает, ебать, аккаунты в Твиттере какие-то пропагандистские на 3 человека нахуй, где там люди додумывают свою хуйню какую-то, ж типа, ну все, Зеленский, хую виска, надо сдаваться, ну типа что-то такого рода, это не совпадает с задачами. Блин, хз, я с помощью Грока свой язык программирования написал рабочий, по приколу на выходных. Да, может быть, ну просто вот такая задача, и она типа, ну, он же должно упрощать жизнь, да, а оно не упрощает жизнь. Ну, в смысле, очень тяжело добиться там истины. Ну, было бы быстрее это прочесть, просто пойти и все. Держать 100-500 открытых вкладок, типа. Поэтому я в этом смысле разочарован. Хотя он пободрее будет чата GPT в смысле каких-то ответов. Чем-то я его доебывал, чем доебывал чат GPT, и он мне показался умнее. Походу, Трамп будує союз з РФ проти Китаю, да навряд чи. Ну, навряд чи союз. Союз не саме вдале слово. Ми в такому розкладі вже проблема 5-го порядку. Ну да, якби нас не здали і не прийшлось штурмувати Маньчжурію пліч-опліч з русскими років через 5-10 я шиз. Ну 5-10 мало. Я думаю, що всі вони заінтересовані в сталому мирі, да, воювати, думаю, они все не хотят. А чтобы не воевать, нужно союзы не создавать такие. Ну я вот, ты пишешь, там есть какие-то кнопки, чтобы в инете искать. Я никакие кнопки не нажимал, хуй его знает, там и функционал. А какая там версия у Грока в бесплатном плане? Ну я не знаю, какая-то самая ебейшая, 3-й какой-то. Ну он типа ограничен по времени, но... Ну дивись, скорочуємо армію, вводимо якусь залупу, служба резервістів чи ще якась схожа хуйта. Кажемо, що це як в Швейцарії, а в Швейцарії все заебись. Ну це бо що Швейцарія сама это выстраивала, а ей не навязывали, понимаешь? Они же будут это контролировать. Ну, тоже мы говорим о том, что неизвестно, блядь, будет ли оно вообще, да, я так понимаю, что, ну, как мне кажется, как я ощущаю, что страх президента даже не в этом, а в том, что вообще, да, США умоют руки и оставят нас и Европу 1 на 1 с этой проблемой, именно уже с условиями мира, добьются прекращения огня и все. Но даже если не так, да, даже если представим, что они от начала до конца хотят этот путь контролировать, и там есть это сокращение армии, ну ясен хуй, что Россия будет, ну они же там не дебилы, они будут настаивать на этих требованиях, конкретно на этом, они будут его контролировать. Нужно ли говорить, что страна сильно утратит в обороноспособности, если война закончится? То есть начнется политична боротьба там и так далее. Я понимаю, що ти питаєшся ізобразити. Ти пишеш, я просто хуйовий приклад написав, як пояснити скорочення армії. Ну, дело в том, что мне кажется, что обмануть не выйдет. Поэтому вся идея, типа, в том, чтобы как-то обмануть. Обмануть не выйдет, я думаю. Ну, так если ты хотел актуальных новостей от Грока, ну, там сложно. Мне надо было именно в узком профиле новости. Именно добиться их правильного отображения, да. Ну, наверное, я Deep Search не прожимал, сразу скажу. Ну, так Трамп 1 на 1 с Россией оставит Украину и Европу без мира. Да, ты имеешь в виду? Может быть. В этом типа сложность, да, что мы в целом понимаем как бы цели президента, да. Понимаем его страхи, ну, как мне кажется. Как мне кажется, я понимаю. Но при этом непонятно, какие альтернативы. Альтернатив-то нет нихуя. Ну, может, он сравнивает со всеми остальными эпизодами, например, начало войны. Хотя, может, те люди и не ошибались, но, думаю, все ему сказали, что, ну, честно говоря, шансов никаких.
Скажи по секрету, но если я скажу, будет не по секрету. Если будут выборы с Порошенком, ну вряд ли с ним будут уже, да. Хуй его знает, что его какая судьба ждет. Зеленским, арестантом, Арестовичем, Залужным, Медведчуком и Путиным, то за кого проголосуешь? За Трампа проголосую. Так ты, получается, на земле работаешь? Я работаю в воздухе и на воде. Как думаешь, о чем будет рассказывать сегодня месье Макрон? О важности мира, ну, типа, достижения мира, о важности стабильности, о важности трансатлантических связей, о важности безопасности в Европе, о важности того, что нужно восстановить нормализовать отношения между Киевом и Вашингтоном. Я вообще не знаю, что он там планирует что рассказывать и в честь чего. Я уже забыл. По линии Франции все уже рассказала, но я не знаю, фейково или нет, не проверял, но похоже на правду. Обложка Шарли Эбдо, да. В целом она отражает какие-то мои мысли. И вот человек пишет, because I can, пишет такую мысль. Я думаю, Светова надо сделать президентом Украины, а Маргинала президентом СССР. Интересная мысль на самом деле. Вот это интересно, Барабака спрашивает. Гложет меня один вопрос. Как ты считаешь, какая целесообразность проведения различных чемпионатов футбол, хоккей и т.д., когда страна находится в боевых действиях? Ну, даже вроде Советский Союз проводил футбольные матчи, когда была война. Ну, это ж развлечение. Лучше людей отвлекать от хуевого, правда? А чё, всем надо сидеть и плакать, то тогда все быстро совсем скатится в плане социальных настроений. Как относишься к ватаадмину? Как к тому, что я забыл. Ну, когда мы что-то смотрели, даже там с чем-то спорили, сейчас я уже не вспомню даже о чем, что он продвигает, какие идеи. Скажи по секрету, если будет второй тур выборов между Лаченковым и Дювенсом, за кого проголосуєш? За Дювенса. Макрон сильні промови вміє їбашити, один з кращих по губній роботі, ну факт. Ну вообще Макрон неплох. Он старается. Но тут вопрос, скажем так, мне кажется, каких-то неизгладимых противоречий, да? Не думаю, что если сравнить политику сопрезидента Байдена и Трампа, то будто бы цели у них одинаковые. Всем, в смысле относительно РФ, Китая и нас. Просто методы Трампа более напористые, что ли. Ну да, я как-то это пытался объяснить, что в целом-то курс, который они взяли изначально на нашу поддержку, ну как-то должен был нам указывать уже, ну скажем так, та недостаточная поддержка, которая была в тот Слышишь, очень ты важный умник. критический Что с тобой момент. нахуй разговаривать, ты, блядь? Спасибо. Да, она должна была нам, наверное, как-то указывать на наше место вообще в этой системе координат и того, какое они видят наше будущее в плане этой войны и как они видят свои отношения с Россией, Китаем и этим всем. И, конечно, тут независимо от администраций, все администрации, да, последние, понимали, скажем так, растущую опасность Китая. Ну и думаю, этим в том числе была продиктована такая небольшая решительность администрации Байдена в плане поддержки Украины. Ну, не та, которая была бы нужна для того, чтобы добиться, ну, не этого, а какого-то непредсказуемого результата для Росії, да. Бачив рофл, що виявляється, Фрідріху Мерцу двічі було відмовлено у вступі до Віденської академії образотворчих мистецтв, пославшись на його нездатність до живопису. Ну да, я видел, это забавно, но не знаю, сколько это правда. Наконец-то! Куча звездочек из РБ съебался, наверное, но, к сожалению, в Грузию, а не в Польшу. Теперь могу спокойно донатить любимому стримеру, не рискуя набутыливанием. Спасибо за контент, удачного стрима. Спасибо большое за большой донат, не маленький донат. Ну, рад за то, что ты меняешь свою жизнь, но из Грузии лучше реально куда-то дальше дрейфать, потому что я слышал, что на Грузии, ну как на таких дырах типа Украины и так далее, сильно отразилось сокращение USAID. Где-то по той линии что-то беженское тоже спонсировалось. Ну от такі мислі. На жаль, нам скоротять армію не росіяни, американці чи європейці, а наші власні командувачі та міністри. Будуть нити, що у нас нема грошей на утримування армії та електорат Юлії Тимошенко і виберуть фінансувати мамонтів. Я вже бачу картину, як через 2 роки наші продають артилерію, танки, БМП зі словами «нам не вигідно мати так багато зброї, нам і передадуть назад, якщо РФ нападе знову і т.д». Ну, цікава думка. Смотрел ли стример недавнее видео Илларионова по поводу Трампа? Какое мнение? Ты бы еще спросил, смотрел ли я недавнее покаяние Светова. Не, я не смотрел и не смотрю Илларионова, ничего не знаю, что он сказал. Это неправда, может и неправда. Ну, это если про вот этот Фридриха Мерца и Академию. Ну, как-то это поздно всплыло. Типа, если бы это была правда, реально, мне кажется, это бы раньше мы узнали, не? Ну, я, типа, там не тримаю руку на пульсе такой херни. Бычка работа, сори за сандал. Бычка это бычить. Бычка это работа. Не, работа нормально. Работа не волк.
Твое отношение к идее упразднения поста президента Украины после войны. Интересная идея. Ну, типа, бессмысленная, беспощадная. По-моему, это вызывает огромный диссонанс у народа. И в умах нет определенности, война идет или. Это прямое упущение власти или же сделано целенаправленно? Не, блядь, это политика власти довольно продуманная. Потому что если, ну, это иллюзия. Вы думаете, что если весь народ погрузится в психоз войны, в ее ужас еще полнее, чем сейчас, это даст какие-то позитивные результаты для страны, для ее руководства или для вас лично? Да нихуя, это очень быстро приведет к хуевым социальным последствиям, к хуевой и без того, да, хуевому одобрению политики государства, Слышишь, ты к умник, хуевым блядь. Что с тобой настроениям, нахуй разговаривать, ты, блядь? к хуевым настроениям в общем в обществе. Так что они правильно делают, что пытаются это поддерживать, а все, кто наоборот, да, пропагандируют против этого, те дураки, на мой взгляд. Несмотря на то, что этически их можно понять, как это праздник во время чумы. Но так. Типа в этом есть удача России, да, что большая страна, и они могут как можно сильнее минимизировать чувствительность войны для своего общества. То есть в этом смысле скорее мы находимся реально в жесткой такой войне, да, а они не настолько. А следующей встрече Зеленский опять в Ковтенсе будет? Ну, наверное, может, не уже без Зеленского будет встреча. А ты хоть одну успел пустить на вкусняшку? Да, одну утку я схавал на Новый год. Но что-то больше не хочу их убивать, жалко как-то, блядь. Там потрошить вот это кишки, блядь, оно еще теплое. Не очень это приятно в целом, блядь. Не очень. Ну его нахуй. По поводу спорта во время войны, это ок, если государство может поддерживать адекватный уровень финансирования армии и т.д. А то у нас получается сюр какой-то. С народа требуют донаты, а сами сакур сажают. Согласен. Но это уже, знаешь, сложный разговор. Сколько они там украли на этих сакурах, сколько реально посадили и так далее. Ну, блин. Как же с этим бороться? Запретить сажать сакуры? Да, тоже, блядь, не будет поддерживать, местная власть не будет поддерживать. Что им, блядь, поддерживать-то? Бля, у Каті своєї нема нових відосів. Уехала, може, блядь? А что за история с сакурами? Ну, любая история из любого города, они там постоянно хуйню какую-то сажают. Там то сакуры, то сракуры. Облагораживают, так сказать. А ты не думал цветочки выращивать или фруктики какие-нибудь? Я выращиваю цветочки, естественно. Пионы там. Тюльпаны, подпердыши, все цветы выращиваю, окей, есть. Подснежники, кстати, вот один минус уток. Утки нахуй съели все мои подснежники. А это ж, блядь, червонокнижная квитка, ёпта. Жалко. Снег пишет, я вспомнил, как еще бородатые, может, 17-18 на каштанах в Киеве натырили. Да там постоянно, блядь, воруют на такой хуйне всегда, типа, тут не о чем даже говорить. А каштаны, да, у них вот эта болезнь, обрезать деревья до состояния столбиков. Там вже Китай каже, що готовий до будь-якого виду війни. Якщо США так вже хоче, да, они всегда готовы, конечно. Футбол, хоккей. Интересно, а как в Украине хоккей? Ну, знаю, что есть. Но они только зимой играют, когда реки замерзают, или как? Вспомнил, сегодня вспоминал Качурова. Это же отменили чела за слабость, утиная цензура. Ты понимаешь, самое интересное, что его отменили за слабость духа, видимо, потому что он один из самых сильных и здоровых Качуров. Ну, то есть он не то, что там какой-то зачахлый. Просто так сложились обстоятельства. Індокачки чи муларди в господарстве? Индокачки. Индокачки, качки мускусни, индокачки. Вообще недавно такой сон снился, короче, что у меня что-то забор с соседом какой-то худой стал. И смотрю, моя утка ушла к соседу, ходит. А от соседа, хоть у него нет хозяйства, но есть через дом. В мой двор вообще все его нахуй хозяйство перешло, короче. Все утки нахуй, такие что же индоутки. Все утки, блядь, ходят у меня по двору, их штук 20, блядь. Куры, короче, у него куры ебанутые такие, типа, на огромных высоких ногах. Но это, типа, не во сне, они реально у него утки, блядь, куры какие-то, как спортсмены, нахуй. И очень высокими, блядь, ногами, как у бегунов. Здоровые ноги, китайские утки, о, блядь. Китайские это куры, хуй его знает какие. И вот я сплю, думаю, блядь, что ж я буду делать? Как же я теперь поотделяю свое от не своего хозяйства? Как я буду их вертать? Ну да. Ну хоть не свиньи топчут дверь. Об этом я тоже сегодня думал перед сном, что свиньи это жестко, блядь. Свиньи так воняют, пиздец. Свиньи это вообще жестко, да. Ну зато на свине можно ездить, думаю, нормально. Вот это единственный плюс. Ну свинья, она вообще как человек, бля, ее жалко так. У них такие глаза, как у людины. Не у всех людей такие глаза, как у свиней, если вы видели по свиней, да.
Но вкусные, пиздец. На свине ездить. Я думаю, если свинья белая, то любой сможет ездить. Я смотрел там в ТикТоке свинедик есть, он вообще охуенно всех тягает, ездит. Ставки вкусные люди. Не, думаю, люди как раз говно. Ну, на вкус, я думаю, мне кажется. Ну и много же там рассказов о том, что люди не очень вкусные. Недавно приезжал президент Сьерра-Леоне в Россию, можно было у него спросить. Так, ну все, друзья. Здорово посидели, спасибо всем, кто сегодня пришел. Как я сказал, настроение не фонтан. В пятницу встретимся. Думаю, перемены сильные будут к пятнице. Сейчас видите, что не день, то, блядь, все заново. Да, так что, в общем, друзья, я вас люблю, целую. Спасибо большое тем, кто сегодня пришел. Спасибо отдельное тем, кто сегодня донатил. Спасибо тем, кто писал в чат. Айсбету отдельный привет, Желтку также отдельный привет. Все, друзья, до встречи в пятницу. Берегите себя. Видите, обещают ракетные удары. Все, тёмаю.